Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам и народным традициям на 10 января. Поговорим о том, что можно делать в этот день, чего нельзя делать 10 января, а также уделим внимание народному празднику и церковным праздникам в этот день. Итак, друзья, далее все более подробно. 10 января православная церковь чтит память преподобного Игнатия, и в этот же день отмечается День памяти святого апостола Никанора. К сожалению, сейчас мало что известно об их жизни. Однако известно, что именно святой апостол Никанор входит в перечень 7 апостолов, которые объединились и начали диаконское служение после казни и воскресения Иисуса Христа. В Священном Писании указано, что на них сошел Святой Дух, поэтому их вера стала сильной, как кремень. После того, как Сын Божий был распят и вознесся на небо, появилось немало приверженцев христианской веры. Однако власти Иерусалима продолжали гонения на верных еще некоторое время. Их не только преследовали, но и жестоко пытали, а затем убивали. За любовь к Христу был убит как и ягненок и Никанор. Вместе с другими 200 христиан он был убит в тот же день, когда от побоев камнями погиб святой архидиакон Стефан. Также 10 января отмечается День памяти 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомедии. Произошло это в 302 году, в праздник Рождества Христова, когда в Никомедийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан. Нечестивый император потребовал от них выйти из церкви и принести жертву языческим идолам, пригрозив тем самым сжечь храм вместе с молящимися в нем людьми. Однако все отказались предать Христа, и даже те, кто еще не был крещен, приняли святое крещение в те самые часы, когда язычники готовились поджечь храм. Все 20 тысяч страдальцев приняли мученические венцы. Обращаем ваше внимание, что продолжаются рождественские святки. Согласно церковному уставу, пост отменяется до крещенского сочельника, до 18 января. И обращаем ваше внимание, что у нас с вами 10 января в народном календаре день назвали рождественский мясоед. Почему? Дело в том, что этот день не считается, конечно же, большим праздником, но и обычным его тоже нельзя назвать. С 10 января начинался мясоед, и мясо было в изобилии, поскольку к Рождеству было принято забивать скотину, обычно свинью, а значит столы ломились от колбас и мясных блюд. Еду сегодня обязательно солили заговоренной солью. По народным поверьям считалось, что тогда в семье будут царить мир и покой. Никто не будет конфликтовать, между всеми установится полное взаимопонимание. Накануне домочадцева дня была традиция ходить на горку и забивать колья в нее, а утром шли всей семьей туда и вязали на колышке лоскутки материи, на которые обязательно загадывали желания. И существовало такое поверье у наших предков, что тогда оно обязательно исполнится. Парни и девушки 10 января собирались на посиделки, во время которых рассказывали сказки, проводили святочные гадания, а также пели песни. Молодые люди присматривались и влюблялись друг в друга, а летом многие из них играли свадьбы. Сегодня принято было прославлять старшее поколение. Отца с матерью сажали во главе стола, говорили в их адрес добрые слова, а также дарили им разные подарки. Чаще это был платок для матери и теплые носки для отца. Родители рассказывали истории своей жизни, делились жизненным опытом, после их провожали домой или в комнату, где они спали, а все остальные шли на улицу погулять или в гости к соседям, к родным или друзьям.
Во всех селениях продолжались святочные колядки, начавшиеся еще с вечера 8 января, во время которых ходили по дворам и прославляли односельчан, желая им благополучия, счастья, богатства, изобилия, достатка и, конечно же, здоровья. Не забывали и о домашней скотине. Желали хозяевам, чтобы она плодилась и была здоровой. Все с радостью принимали в своем доме колядующих, сажали за стол, угощали пирогами да сладостями и обязательно старались одаривать деньгами. По народным поверьям, 10 января нужно было обязательно накрыть богатый стол и пригласить гостей. Чем больше людей удастся накормить, тем более удачным будет год, так считали в народе. Важно сегодня было внимательно следить за темами, которые поднимаются 10 января во время трапезы. Если присутствующие за столом начнут спорить или выяснять отношения, в дом придет беда. В этот день необходимо было ходить в гости правильно, переступать порог с правой ноги, иначе можно было впустить в жилище нечистую силу, а уходить надо было вместе с хозяином, попросить его, чтобы он ненадолго вышел с вами за дверь. В противном случае можно было оставить свое счастье в чужом доме. Семейный разлад случится и в доме той, что будет на рождественский мясоед возиться с тестом. В этом были уверены наши прапрабабушки. Также на мясоед справляли много свадеб, отчасти потому, что можно было богато накрыть стол, а еще потому, что в этот период крестьяне были свободны от любых сельскохозяйственных работ, ведь на улице была настоящая зима. Другое название этой даты в народном календаре прозвали как «Домочадцев день». Дело в том, что 10 января по традиции все в доме делали дружно и вместе. И по хозяйству занимались, и за стол вместе садились. Крестьяне считали, что семья – это самое дорогое, что есть у человека. Только в кругу близких он по-настоящему силен и может добиться больших успехов. Ну а чтобы семейное желание исполнилось, в этот день проводили специальный обряд. Возле каждой деревни была красная горка. Накануне рождественского мясоеда на ней вбивали колья, и 10 января каждая семья на один из колышков вязала кусок ткани, загадывая желание. Также в этот день обязательно читали магические слова для защиты дома от нечистой силы. Ну а вечером молодежь собиралась, чтобы погадать, познакомиться и, конечно же, поводить хороводы. Наши предки особое внимание уделяли 10 января касательно народных примет о погоде, потому что в этот день было важно знать и понимать, что же ждет в этом году. Будет ли еще снег, какой будет весна, каким выдастся лето и, конечно же, осень, и будет ли урожай. Так вот, если на скирдах есть иней, то говорили о том, что лето будет дождливым. Ну а если густой иней или снегопад, то это говорило о хорошем урожае хлеба. Безветренная погода и иней на деревьях обещали удачный и урожайный год. Дело, сделанное всей семьей 10 января, принесет плоды в будущем и сделает всех счастливыми. Ну а чтобы в семье всегда был мир и покой, достаньте соль и добавьте ее в приготовленные блюда. А вот люди, сыгравшие 10 января свадьбу, считается, что будут жить долго и счастливо. Также обращаем ваше внимание, если на рождественский мясоед к вам придут колядовщики, то обязательно их впустите и угостите чем-то вкусным. Их визит принесет вам здоровье и благополучие, а также защитит дом от сглаза и порчи. Если кошка весь день спит 10 января или с неба валят крупные хлопья снега, то это говорит о том, что скоро потеплеет. А вот если отсырела соль, будет ненастье. Собака вышла из будки и легла на снег, значит, ждите метели. А вот сырая погода обещает хороший урожай льна. Если в водоеме рыба беспокойно себя ведет, плещется и бьет хвостом, значит, будет снегопад. Метель в этот день холодному и дождливому лету. Если воробьи весело чирикают, то скоро потеплеет.
Женщины 10 января после захода солнца читали магические слова на семейное счастье. Делать это нужно было в одиночестве, поэтому чаще всего обряды проводились в бане, в самом тихом и безлюдном месте, где обязательно зажигалось четное количество свечей. А мы вам, друзья, предлагаем провести обряд на семейное счастье 10 января. Женщина заранее собирала волосинки с голов всех членов семьи, а 10 января в бане топила воск, куда кидала собранный волос. Затем делала шарик, проговаривая следующие волшебные слова. Как шар круглый, без угла, так и гладка моя семья. Мы не ругаемся, мы не бранимся. В мире живем, счастье в дом зовем. Согреем друг друга теплом, все неприятности прогоним вон. Затем этот восковой шарик нужно было спрятать в красном углу за иконами. Человек, рожденный 10 января, станет хорошим семьянином и рачительным хозяином. Он будет тянуться к семейному очагу. В качестве талисмана ему подходит Алхалцедон. Что же касательно снов с 9 на 10 января, то в эту ночь, как правило, снятся прямые сны. Плохие к плохому, хорошие к хорошему. Также обращаем ваше внимание, что в этот период открываются двери знаниям, что прежде были сокрыты из-за недопонимания. Анализируя сон в эту ночь, можно достичь духовного прозрения, осознать суть своих стремлений и опасений. Часто в этот период сны подсказывают о любовных чувствах. Разгадывая значение сновидений, обязательно уделите внимание аспектам личных взаимоотношений. Что же можно было делать 10 января? Вы знаете, в домочадцев день принято было чествовать пожилых родственников, дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения. Также рекомендуется ставить на стол перед гостями блюда из мяса, как вариант запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон и так далее. Наши предки утверждали, что если загадать всей семьей одно общее желание в этот день, то оно обязательно сбудется. Теперь давайте поговорим о том, чего нельзя было делать 10 января по народным приметам. Главное, что нельзя было делать 10 января в домочадцев день, еще называли это День Игнатия, это быть, друзья, в одиночестве. Дело в том, что согласно народным приметам, праздник, который надо проводить, было только совместно с семьей. В этот день, 10 января, на Руси разрешалось как трудиться всем семейством, так и отдыхать. Это ужинать, кататься на санках, веселиться, играть в игры или же ходить в гости к родственникам. Наши предки строго следовали этой традиции, поскольку тот, кто ослушается данного запрета, весь год будет вынужден находиться вдали от родных, ночуя в чужих домах. Нельзя в этот день занимать деньги или продукты, иначе так из долгов и не выберетесь. Женщинам не разрешалось сегодня ставить опару и, соответственно, возиться со сдобной выпечкой. Ослушавшуюся ждало несколько наказаний. Во-первых, зря потраченное время, а во-вторых, ссора с близким человеком. Под запретом сегодня были вышивание, вязание и шитье. Считалось в народе, что тот, кто 10 января за рукоделие возьмется, тот себе судьбу навсегда запутает. Нельзя было в домочадцев день подбеливать печку. Считалось, что домовой обидится и покинет дом, а значит, останется жилище без охраны от проказ нечисти. Также запрещено сегодня держать было окна открытыми, иначе семейное счастье может уйти из дома. Незамужним девушкам 10 января воспрещалось оставлять дверь незапертой. Верили, что тогда супруг попадется гулящий. В этот день народными приметами не разрешалось переступать порог дома левой ногой, так как нечистые силы могут вместе с вошедшим в жилище попасть. Запрещено было в домочадцев день дарить беременным куклы, иначе говорили о том, что роды могут начаться намного раньше. А вот собранный 10 января мусор из дома не выносили, поскольку, согласно народному поверью, вместе с ним можно было вынести и семейное благополучие. Его просто сметали в угол у входной двери.
Нельзя сегодня уходить одному из гостей, весь год в одиночестве проведете. Если же была необходимость уйти раньше остальных, то просили хозяина провести за ворота. Нельзя было 10 января выяснять отношения, после будет очень тяжело помириться. Также в домочадцев день нельзя было обсуждать родственников, они могут навсегда исчезнуть из жизни обсуждающего. Вот такой, друзья, у нас с вами день 10 января по народным приметам и по церковному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам, друзья, мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.